Какой худший подарок на день рождения ты когда-либо получал? Привет, ребят! В прошлом ролике я просил вас поддержать мой канал и оставлять комментарии длиннее 4 слов и ставить лайки. Вы вообще видели, что вы сделали? 50 тысяч просмотров, 3500 лайков и более 300 комментариев. Это абсолютный рекорд для моего канала. И все это всего лишь за 2 дня. Я вообще такого не ожидал. Спасибо огромное каждому, кто откликнулся на просьбу. Я правда очень удивлен такому результату. Думаю, не лишним будет попросить вас сделать то же самое и под этим роликом. У меня тогда вообще мозг взорвется, наверное. Еще раз спасибо каждому, приятного просмотра, а я начинаю. Использованный DVD-диск. После того, как я прямо сказал этому человеку, что не собираюсь его смотреть, добавлено: это была моя мачеха, которая подарила мне его из ее и папиной коллекции DVD. Это было в нашей гостиной, и я мог бы взять его в любое время, чтобы посмотреть. Пара самодельных пижам на заказ. Единственная проблема заключалась в том, что они еще не были сделаны. Это была просто ткань и обещание сделать их для меня. Мне пришлось отдать ткань обратно, и я так и не получил пижаму. Святая корова, мои родители сделали примерно то же самое. Это чертовски странно. Их последний дурацкий шаг состоял в том, чтобы дать моей жене и мне несколько акров их собственности. Ничего законного, просто на нашей свадьбе они дали нам карточку, в которой в основном говорилось: есть немного земли. Когда пыль осела, я спросил, что по их мнению мы будем с ней делать, и они ответили, что мы должны построить там свой дом. Я сказал, что согласен, и мне понадобится законное право собственности, например, на строительство дома. Они сказали, что они обязательно займутся этим. Потом они решили все продать и уйти на пенсию, и больше никогда не упоминали о нашем свадебном подарке. Подарки школьных друзей иногда бывают странными. В старших классах один из моих друзей подарил мне на день рождения маленькую статуэтку красной лошади. Сам по себе физический объект меня не интересовал, но я была очень рада, что он вспомнил о моем дне рождения и потрудился что-то мне подарить. Неважно, что я не фанатею по лошадям. Тот факт, что он приложил все усилия, пытаясь найти что-то, что мне понравится, даже если он не попал в цель, много значил для меня. Я поблагодарила его и была в прекрасном настроении. Затем он посмеялся надо мной за то, что я так рада этому, и отметил, что он украл его. Я просто хотел простой ванильный торт. Я не просил ничего другого, я не просил подарков, я не просил никуда идти, просто обычный ванильный торт. Мама купила мне шоколадно-мятный торт с мороженым. Я даже не люблю мятное мороженое. Я определенно никогда не любил и не просил торт-мороженое в своей жизни, чтобы она поняла эту идею. Он пролежал в морозилке целую вечность. Она вела себя так, словно это было для нее большим неудобством. Однажды летом, когда мне было 8 лет, мы с мамой выращивали подсолнухи. Моя тетя решила купить мне немного удобрений для цветов на мой день рождения. В свой день рождения я развернула подарок и увидела что-то похожее на банку ванильного мороженого. Но когда я открыла ее, там было буквально лошадиное дерьмо. В старших классах я очень увлекся игрой на гитаре. Все, что у меня было в то время, это потрепанная акустика. Наступил мой день рождения, и в гостиной родителей появился завернутый подарок. Довольно большая коробка. Почему-то я убедился, это усилитель. Мои родители, должно быть, купили мне электрогитару. Они этого не сделали, это был блендер. Мои бабушка и дедушка дарили мне и моему брату один и тот же набор из 3 тисков в течение почти 10 лет. В совокупности у нас есть 60 вице-захватов. Я не знаю, купили ли они их сразу огромной пачкой или откуда они вообще берутся. Возьми себя в руки, бабушка! У меня была подруга, отец которой был знаменит тем, что покупал рождественские покупки в последнюю минуту. Однажды она пожаловалась, что спустилась вниз рождественским утром и обнаружила торчащую из чулка лопату. Ее день рождения был через несколько дней после рассказа этой истории. Поэтому я и ее друзья решили скинуться вместе и подарить ей шпатель на день рождения в качестве подарка. Ну, когда наступили наши дни рождения, она отомстила. Все это перешло в постоянное контрнаступление. И вскоре сформировалась новая традиция. Ребята, у меня так много лопаток. Все, начиная от дешевого пластика в долларовом магазине, заканчивая шпателем ручной работы, золотым шпателем и даже копией знаменитой малазийской боевой лопатки. Я играл в школьный футбол американский, потому что мой самовлюбленный и жестокий отец хотел, чтобы именно я осуществил его невыполненные детские планы. Он вставил свой старый свитер в рамку и подарил мне его на день рождения, как будто я должен поклоняться ему или что-то в этом роде. Мои бабушка и дедушка были очень малозатратными и малобюджетными на каждый день рождения. Однажды они подарили мне книжку-раскраску, которой уже кто-то пользовался. Она была почти полностью раскрашена, как я понял, каким-то 3-летним ребенком с одной зеленой ручкой. Кроме того, мне было 18 лет, и они подумали, что это хороший подарок, потому что он был связан с Диснеем, и я собирался поступить в колледж анимации и дизайна.
Я получил кредитную карту на свой 18-й день рождения, и мне сказали, чтобы я не использовал ее, потому что она еще не была активна. Когда я получил свою первую настоящую работу в 22 года, компания провела кредитный отчет обо мне и обнаружила, что у меня открыт кредит на 350 тысяч долларов. Оказывается, мой отец обманом заставил меня подписать ипотеку, а не документы по кредитной карте на мой 18-й день рождения. Я получил долг на свой 18-й день рождения. Добавлено, я не заплатил ни цента. Тогда это действительно повлияло на мой кредитный рейтинг, вот почему отдел кадров отметил меня. На позитивной ноте это был первый раз, когда я могу вспомнить, что противостоял моему отцу. Я вызвал его в присутствии семьи и пригрозил судебным иском. Я также позвонил в банк и проинформировал их о ситуации. Все разрешилось менее чем через неделю. Бывший парень несколько дней намекал на мой подарок на день рождения, так что я была очень взволнована. На мой день рождения он подарил мне маленькую плоскую коробочку. Внутри лежал паспорт. Его паспорт. Вот и все, только паспорт. Никаких билетов на поездку, никакой обещанной поездки, в которую мы хотели поехать, как только мы накопим на нее. Он буквально только что подарил мне свой паспорт. Я все еще в недоумении. Добавлено, поскольку все спрашивают. Я благосклонно приняла подарок. Это был подарок, и это вежливый поступок. Я подумала, что спрашивать о планах на международную поездку было бы невежливо. Путешествие стоит дорого. Мы поужинали, пошли домой, и все это было почти забыто, насколько я помню. Мы расстались много лет спустя, и это событие не сыграло в нем никакой роли. Он просто ужасный даритель. Моя бывшая отпраздновала мой первый день рождения, первый, когда мы были вместе, полностью проигнорировав его, когда вернулась с дня рождения своей подруги. Она предложила мне оставшийся кусок праздничного торта, который купила для своей подруги, но так и не сказала с днем рождения. Это должно было послужить мне сигналом к бедству, потому что лучше не стало. Моя тетя подарила мне 2 ручки. Я не знаю, почему они были в коробке, я знал, что они были из магазина «Все по баксу», но у нее даже не хватило смелости дать мне их все, она просто дала мне 2 ручки из набора. У моей бывшей подружки были свои особые фотографии. Например, фотографии в нижнем белье, которые она повесила в своей комнате. 3 разных картинки были развешаны по комнате. У меня тоже был целый альбом, составленный из них. Она позволила мне взглянуть на них. Это был мой подарок. Ее фотографии, которые она распечатала и повесила в своей комнате, лол. Это был мой первый день рождения вдали от семьи с тех пор, как я училась в колледже. В моем кампусе была угроза взрыва бомбы. Нам, всем студентам, пришлось пройти около полумили под проливным дождем, чтобы добраться до безопасного места. Я провела свой 19-й день рождения в одиночестве, мокрая и холодная. Никто ничего мне не подарил, кроме Макчикина, когда мой друг вспомнил, что 3 дня назад у меня был день рождения. Единственный сын моей сестры в прошлом году получил от нее на день рождения гигиеническую помаду. Гигиеническая помада. Ему 8 лет. И дело не в деньгах, потому что они довольно состоятельны, и у них есть около 10 внуков, которых они без проблем балуют. Моя сестра ответила на все это так: если все, что ты собираешься дать своему внуку, это гигиеническая помада, не давай ему ничего. На самом деле лучше ничего не получить, чем одну гигиеническую помаду. Я был ошеломлен, когда она рассказала мне об этом. Когда мне было около 10-11 лет, моя бабушка, родители моей мамы, подумала, что было бы неплохо купить мне бюстгальтер и комплект нижнего белья для рождественского подарка, прекрасно зная, что я буду открывать его перед всеми. В 11 лет я была подавлена, а также у меня было отвращение к ношению бюстгальтера в тот момент. Затем она настояла, чтобы я достала его из коробки и подняла, чтобы всем показать, потому что она была так взволнована, что я расцветала в женщину. К счастью, моя мама вмешалась и сказала ей, что это был неподходящий подарок, и она забрала коробку. Родители моего папы всегда покупали мне маленькую детскую одежду даже в подростковом возрасте, что было довольно странно. Я была взрослым размером примерно с младших классов средней школы. Теперь они перешли к отправке продуктов питания, которые я не могу есть из-за моей пищевой аллергии. Добавлено дополнительные истории, которые могут вас позабавить. Я также получаю духи в качестве подарков от членов семьи, хотя у меня сильная аллергия, и духи заставляют мое горло сжиматься. Да, я использую все без запаха, и да, это отстой. Моя сестра однажды подарила мне часы, хотя я не могу сказать время из-за дискалькулии. Неспособность к обучению, связанная с математикой, все знают, что она у меня есть. И много раз моя большая семья и друзья не дарили мне подарков на день рождения, потому что мой день рождения близок к Рождеству. Мое худшее было также и лучшим. Одна из моих школьных подружек узнала, когда у меня день рождения, который я не любил отмечать. Она была непреклонна в том, что я обязан получить что-то в подарок. В конце концов, я сдался и сказал: я хочу ящик грязи. Будь проклят мой язык. Наступил мой день рождения, и она принесла маленькую картонную шкатулку для драгоценностей с красивой красной ленточкой. Вы никогда не догадаетесь, что было внутри. Вяленая говядина. Ладно, я шучу. Грязь, а он был полон грязи. Очевидно, у нее были припрятаны и другие вещи. Но будь я проклят, если это не был самый дерьмовый, но и самый восхитительный подарок, который я когда-либо получал. Она была единственной, кто когда-то слушал
слушал меня, когда я говорил, что хочу на свой день рождения. Мы больше не вместе из-за меня, но она все еще далекий, но надежный друг, и я благодарен за наше время, проведенное вместе. Когда я работал на военно-морской базе, матрос, находившийся там, узнал, что я делаю различные материалы из костей животных, и дал мне мешок вонючих, мокрых, мертвых птиц, которых он нашел около базы. Я не знаю, как он узнал о моем хобби или о моем дне рождения, но да, мешок с птицами. Спасибо, что досмотрели ролик до самого конца. Пиши в комментариях, какой худший подарок получал именно ты. Не забывай ставить лайк и подписываться на канал. Кстати, нас уже 20 тысяч, за что хочу сказать огромное спасибо всем вам. Всем, кто поддерживает мой канал своей активностью. Я начинал этот канал просто как развлечение и вообще не думал, что дорасту до таких масштабов. Я буду развивать свой контент, и вскоре, если получится, вы увидите один очень интересный проект на моем канале. Надеюсь, вам понравится. Всех обнял, до скорых встреч.